китайский автопром снова делает то, что у него получается особенно уверенно. Подкидывает рынку очередной повод задуматься, а точно ли вам нужен обычный бензиновый кроссовер. На этот раз в центре внимания Geely Galaxy M7, компактный кроссовер с подключаемой гибридной установкой, который, если говорить прямо, делает довольно уверенную заявку на то, чтобы бензиновые заправки стали не то чтобы ненужными, но точно менее обязательными. По крайней мере, если верить цифрам запаса хода до 1700 км на одном полном баке. И вот тут возникает вопрос, который напрашивается сам собой. Это уже реальная альтернатива классическим ДВС или пока просто очень убедительная демонстрация возможностей? Построен М7 на платформе GEA EVO. И в этой новинке явно пытаются совместить экономичность, дальнобойность и современный формат повседневного авто, который одинаково уверенно чувствует себя и в городе, и на трассе. Но самое интересное даже не в технике. Вопрос, который возникает почти автоматически: сколько это вообще стоит? И вот тут начинается момент, который заставляет на секунду отвлечься от экрана. Стартовая цена – около $17,500. А если попасть в ограниченную промо-компанию, то минус еще примерно 1500 на любую из 4 комплектаций. И вот здесь уже начинается зона, где потенциальный покупатель невольно пересчитывает приоритеты. Что важнее, привычный бензин или гибрид, который обещает почти межконтинентальный запас хода без заезда на заправку каждые пару дней. А теперь давайте серьезно, прежде чем делать выводы, давайте разберемся, что именно скрывается за этим предложением и насколько оно реально меняет правила игры в своем сегменте. Galaxy M7 на первый взгляд не пытается удивить чем-то радикально новым, и в этом как раз его интересная особенность. Это такой аккуратный микс уже знакомых решений из линейки Galaxy. Силуэт, например, явно перекочевал от младшей модели L7, плавный, собранный, без лишней угловатости. А вот передняя часть уже играет по другим правилам. Здесь лицо с фирменной светотехникой, которая, между прочим, насчитывает 362 светодиода. И если присмотреться, можно заметить отсылки к флагманскому M9, будто дизайнеры собрали лучшее из разных уровней линейки. Отдельно стоит отметить аэродинамику. Коэффициент сопротивления здесь 0,27. На практике это про две вещи: меньше шума на скорости и более эффективный расход энергии. Сбоку все тоже достаточно продумано. Подоконная линия идет динамично, без резких ломаных переходов, а колесные арки сделаны с запасом. Сюда спокойно встают диски от 18 до 20 дюймов. Сзади один из самых узнаваемых элементов. Сплошная световая полоса во всю ширину и крупный логотип Geely прописными буквами. Перед нами кроссовер с такими габаритами. Длина 4770 мм, ширина 1905, высота 1685, а колесная база 2785 мм. По клиренсу точных данных пока нет, но если смотреть на класс и архитектуру, можно ожидать где-то в районе 190-200 мм. Интересный момент – амортизаторы с регулировкой. Причем это не только для топовых версий, но и во всех комплектациях, правда, за доплату. По массе автомобиль нелегкий – 1870 кг в снаряженном состоянии. Шасси Galaxy M7 было доработано международной командой инженеров с применением технологии настройки на базе искусственного интеллекта. В официальном лосином тесте автомобиль показал результат 81 км в час. Тормозная система включает компоненты Bosch, а в связке с 20-дюймовыми шинами Goodyear позволяет остановить автомобиль со 100 км в час на расстоянии 35,6 метра. Главная гордость инженеров – гибридная система TOR второго поколения. И здесь ключевой момент в том, что силовая установка и батарея одинаковые для всех комплектаций, без упрощений или различий между версиями. В основе 1,5-литровый бензиновый двигатель. Сам по себе он не выглядит впечатляюще. Всего 112 сил и 136 ньютон-метра. Но тут интереснее не цифры мощности, а эффективность. Тепловой КПД 47,26%. Если сравнить, у большинства современных бензиновых моторов он едва дотягивает до 40%. То есть двигатель работает не громко,
а скорее грамотно, выжимая максимум из каждого литра топлива. Но основной характер машине делает не бензиновый двигатель. В паре работает электромотор на 238 сил и 262 ньютон-метра плюс односкоростная трансмиссия DHT, превращая этот кроссовер в заметно более бодрую машину, чем можно ожидать от семейного формата. И вот уже результат на дороге. Разгон до 100 км в час 7,7 секунды, максимальная скорость 180 км в час. Здесь стоит фирменная тяговая аккумуляторная система Aegis Gold Brick с заявленной пожизненной гарантией. Она отличается повышенной безопасностью, сверхбыстрой зарядкой и архитектурой, ориентированной на высокую плотность энергии. Ее емкость 29,8 кВт-часа, и на чистом электричестве она позволяет проехать до 225 км. Если же смотреть на запас хода в целом, то с полным баком на 60 литров и заряженной батареей получается уже до 1730 км. Быстрая зарядка тоже есть, до 78 кВт. С 30 до 80% батарея набирается примерно за 15 минут. И важный момент – даже если батарея полностью разряжена, машина не превращается в обычный бензиновый кроссовер с высоким расходом. Заявленный расход держится около 4,7 литров на 100 км, и это по циклу WLTP. Geely Galaxy M7 пока выходит только в переднеприводной версии. Полный привод, если честно, даже не заявлен. По крайней мере, на старте о нем информации нет. В интерьере Geely явно не стали экономить на начинке. Перед водителем крупный 15- и 4-дюймовый экран с разрешением 2,5К. Интереснее другое – проекционный дисплей на 25,6 дюйма с дополненной реальностью. Он буквально рисует подсказки навигации прямо на дороге перед вами. Дальше – голосовое управление и функции на базе искусственного интеллекта. По материалам тоже старались создать ощущение более дорогого класса. Экологичная замша, вставки из натурального дерева – все это добавляет уюта и визуально поднимает уровень интерьера. В целом стиль уже знакомый. Это та самая современная китайская школа дизайна, где делают ставку на минимализм и технологичность. За звук здесь отвечает аудиосистема Flyme Sound мощностью 2000 Вт с 23 динамиками, уровень, который раньше встречался разве что в премиальных немецких моделях, стоящих как минимум 3 таких Geely. Кресло с вентиляцией и массажем, двойное остекление для тишины в салоне, беспроводная зарядка на 50 Вт, панорамная крыша и атмосферная подсветка, которая может подстраиваться под музыку. В итоге получаем машину, где ощущение оснащения заметно выше ее ценового сегмента. По практичности, багажник на 700 литров в обычном состоянии. Если сложить задний ряд, пространство увеличивается до 1990 литров. И теперь про безопасность и автопилот. Кроссовер оснащен фирменной системой автономного вождения H3. Производитель заявляет, что автомобиль способен самостоятельно двигаться в городе и на трассе, выполнять обгоны и перестроения. Парковочный ассистент распознает более 300 сценариев парковки, от простых до сложных. По безопасности тоже заявлены высокие цифры. Система автономного экстренного торможения способна остановить автомобиль на скорости до 120 км в час. Автоматическое экстренное рулевое управление помогает предотвращать столкновения до 130 км в час. Кроссовер уже доступен для заказа у китайских дилеров в 4 комплектациях. Ценовой диапазон от 17,5 до 21 600 долларов. Но есть нюанс, который явно добавили не просто так. Сейчас действует временная скидка – минус 1500 долларов от базовой цены. И это еще не все. В качестве бонуса покупателям добавляют адаптивную подвеску бесплатно. Производитель явно старается привлечь внимание покупателей и перетянуть их на свою сторону, в том числе у таких сильных конкурентов, как BYD и их экономичной гибридной модели Song LDM-i.
Если подытожить без маркетинговых формулировок, Geely Galaxy M7 выглядит как довольно прагматичный ответ на вопрос, который сегодня так или иначе задает себе почти каждый водитель. Можно ли получить машину с большим запасом хода, нормальной динамикой, приличным интерьером и ценой, которая должна выглядеть почти провокационно на фоне того, что предлагают конкуренты? Но есть и обратная сторона. Это все еще передний привод. И пока нет ощущения универсальности на все случаи, особенно если говорить про сложные дорожные условия. С одной стороны, цифры впечатляют. С другой, рынок уже не раз видел громкие гибридные обещания. Поэтому дальше все будет решать практика, как он поведет себя в реальной эксплуатации, а не в пресс-релизах. И вот главный вопрос уже не про характеристики, он про выбор. Вы бы сегодня взяли проверенный бензиновый кроссовер или дали шанс такому гибриду, который обещает до 1700 километров на одном баке и зарядке? Потому что китайский рынок, судя по таким моделям, как раз в эту точку сейчас и движется. Это все на сегодня, но маршрут нашего канала только начинается. Ваш лайк и подписка – топливо для новых видео. Комментарии приветствуются, делитесь впечатлениями. Желаем вам ровных дорог, полной заправки и ярких поездок. До скорой встречи на канале.